Всем добрый день, дорогие подписчики! Я сегодня хотела бы ответить на вопрос, который мне задали на канале. Причем под этим вопросом поставили лайки 10 человек. Почему я решила, что данный вопрос, видимо, интересует многих. Итак, читаю вам вопрос. Вот у меня прямо здесь компьютер стоит, и я вам прочитаю вопрос так, как он был задан на канале. Здравствуйте, Надежда! Если растяжки делать несколько раз в день, например, растяжку я делаю ногу на противоположном стуле по 5 минут на каждую ногу. Но растяжку мы делаем после упражнений на разогретые мышцы, а упражнения я делаю один раз в день. Как же тогда делать растяжку несколько раз в день? Вот такой вот вопрос. Да, поясняю, что действительно упражнения растяжки – это упражнения, которые увеличивают, как правило, амплитуду движения в нашем суставе. Это как один из вариантов увеличения амплитуды движения в суставе, в любом суставе. Но здесь идет речь о коленном суставе. Да? Упражнения растяжки мы делаем всегда на разогретые мышцы, иначе это упражнение просто будет неэффективно, мышца в холодном состоянии, она плохо растягивается. Поэтому да, действительно, я говорю, что мы делаем упражнения растяжки всегда на разогретые мышцы, и это те упражнения, при которых мы задерживаем положение, то есть мы совершаем движение по направлению, допустим, которое мы хотим увеличить, и чувствуем чувство. Идет у нас чувство небольшое растяжение, но не боли. Да? В этом основное отличие от обычных упражнений. То есть как только вы чувствуете, что у вас мышца начинает тянуться, мы задерживаем положение, остаемся в таком положении, там 30 секунд, 1 минуту, 1,5 минуты и в принципе до 2 минут можем это делать. И соответственно 3 повтора. Так вот, вопрос, да, как же делать растяжку несколько раз в день, если упражнение вы делаете один раз в день? На самом деле разогреть мышцу можно не только с упражнениями именно на эту мышцу. Да, конечно, в идеале это хорошо бы сделать там комплекс, да, упражнений на сустав и в конце этого комплекса сделать упражнения растяжки. Но если вы делаете упражнения растяжки еще несколько раз в день, а это, я вам скажу, очень хорошо, и я сама рекомендую так делать, то самое простое, что вы можете сделать, как разогреть свои мышцы, это просто общее разогревание вашего тела, либо небольшой легкий массаж этого сустава. Вот, наверное, основные 2 способа. Основное общее разогревание нашего тела – это могут быть любые движения, да, то есть, может быть, я давно не говорила на канале, но я об этом уже упоминала несколько раз, поверьте мне. Общее разогревание нашего тела, оно дает разогревание на все суставы в нашем теле, в том числе, естественно, да, логично, и на тот сустав, который вы разрабатываете. Общее разогревание тела, допустим, вы разрабатываете колено, но общее разогревание тела может быть разогревание верха тела. То есть вы делаете вот такие всякие разные движения, да, руками, вы делаете всякие разные движения туловища. Если можете подвигать немного ногами, я тут иду на месте, да, можно подвигать немного ногами, можно это делать сидя. Можно это делать стоя, можно это делать без ничего, можно это делать, знаете, с такой небольшой палкой. Я как-то показывала такой небольшой комплекс упражнений. Берем палку в руки, да, и вот так вот делаем, и вот так вот, и по-разному. Уже поделав так 5 минут, вот я буквально поделала 30 секунд, но я чувствую, что я уже начинаю разогреваться. Вы начинаете разогреваться, и этого уже достаточно, чтобы позволить себе сделать упражнение растяжки. И плюс, да, второй метод, о котором я сказала, метод разогревания, который тоже очень хороший, это легкий самомассаж того сустава, с которым вы работаете. Буквально там 5-7 минут, тогда остановились, сели, либо легли и помассировали немножко свой сустав. Не обязательно прям полностью делать массаж вашей ноги, так как я показываю на канале, просто немножечко, да, помассировали, размяли, почувствовали, что кровь начинает
приходить к нашему суставу, что он начинает немножко становиться теплым. Все, этого уже достаточно, чтобы сделать ваши упражнения растяжки. Вот, надеюсь, что я ответила на данный вопрос. Да, ну, действительно, это очень хорошая идея. Если вы разрабатываете амплитуду движения в вашем суставе, очень хорошо добавить вот таких вот несколько комплексов упражнений на растяжку ваших мышц в течение вашего дня. Там 2-3 раза дополнительно от основного комплекса. Все. Всем хорошего настроения. До следующих роликов. Если есть вопросы, пишите под данным роликом. Всем пока-пока.